Готовлю самые простые гренки из батона на сковороде. Можно приготовить из свежего, а можно, как у меня, из сухого батона. Готовится одинаково. Батон у меня пролежал 5 дней. Местами начал менять свой цвет. То, что не понравилось, обрезала. Нарезаю не очень толстыми ломтиками. В миске или в глубокой тарелке взбиваю одно яйцо. Взбиваю просто вилкой. Чтобы было вкуснее, чуть подсаливаю. И перемешиваю, чтобы соль разошлась. А вы на канале готовим с вами вместе. На сковороду наливаю растительное масло и хорошо разогреваю. Соль в яйце растворилась, еще раз перемешиваю для однородности и обмакиваю нарезанный батон с обеих сторон в яйце и выкладываю на разогретую сковородку с разогретым маслом. Слежу за тем, чтобы яйцо хорошо покрыло батон с обеих сторон. Жарю на среднем огне. Слежу за тем, чтобы гренки не горели, а жарились. Но и маленький огонь делать не стоит, иначе не получится зажаристая корочка. На каждой стороне жарю приблизительно по 2-3 минуты. Слегка зарумянилась и переворачиваю. Добиваюсь желаемой красивой румяной корочки. На 3-4 гренки уходит приблизительно одно яйцо. Когда гренки зарумянились, выкладываю на тарелку. Такие соленые гренки вкусно кушать и с первым блюдом, и со вторым, и можно с чаем, с вареньем. Нежные с хрустящей корочкой, самые вкусные, как только приготовлены. Но даже на следующий день, если разогреть в микроволновке секунд на 15-20, они станут совсем как свежие. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!